Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 22 ноября. Сегодня у нас с вами среда. Обязательно в этот волшебный магический день скажите определенные слова. И, сказав эти слова, обращаем ваше внимание, эти слова имеют настолько энергетическую, великую силу, что в трудные времена в вашей жизни обязательно пройдут. Что это за такие слова и почему нужно сказать именно в этот день, 22 ноября, друзья? Далее все более подробно. Ну а по традиции, как всегда, мы с вами начинаем с лунного календаря. Итак, друзья, 22 ноября у нас сегодня с вами. Обращаем ваше внимание, растущая луна, 9 и 10 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня на протяжении всего дня луна в знаке зодиака Рыбы до 20 часов 19 минут по московскому времени. Ну а далее переход в знак зодиака Овен. Обращаем ваше внимание, что сегодня тот день, когда вы можете начинать разнообразные дела, любые бизнес-проекты, и все это у вас будет легко складываться. И сегодня очень важно заниматься созидательными процессами, при этом в любом его виде. Также вы сегодня смело можете браться за все новое, о чем вы так давно, возможно, думали, мечтали или хотели, потому что энергетика этого дня настолько сильная, что вы, что бы вы ни брались, вы обязательно это у вас получится и осуществить, и сделать. Также обращаем ваше внимание, что сегодня активный день как для работы, для бизнеса, для того, чтобы договариваться, для того, чтобы созидать, но и также для отдыха. Но есть одна маленькая деталь, только для активного отдыха. Поэтому, если у вас сегодня выходной день, хоть и у большинства людей рабочий день, подумайте о том, чтобы отдохнуть его активно, не сидя у телевизора или за книжкой, читая интересную какую-то историю, а именно активно. Подумайте, пожалуйста, об этом. Также обращаем ваше внимание, что ввиду того, что у нас с вами растущая луна, энергетика дня идет достаточно сильно из космоса. И очень важно, чтобы вы эту энергию, космическую энергию правильно внедрили в свою жизнь, потому что когда идет излишек энергии, то некоторых людей начинает распирать на какое-то зло, на какой-то негатив. Поэтому ваша задача эти все силы направить в доброе и созидающее русло. И тогда в вашей жизни действительно произойдут чудеса, произойдет то, что очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, ввиду того, что идет очень много энергии сейчас из космоса, некоторые люди не знают, как себя вести, их распирает, и они вместо того, чтобы созидать, наоборот, вокруг себя все разрушает. Как это может проявляться, девочки и мальчики? Это может проявляться в какой-то злости, каких-то сплетнях, в каком-то негативе. Поэтому, если в вашем окружении есть такие люди, которым еще сложно управлять этими энергиями, а помните о том, что каждый из нас учится в этой жизни, иногда это очень сложно по разным причинам, потому что даже бывает очень часто так, человек на подсознательном уровне не понимает, что с ним происходит, почему его в один день он так готов со всеми ругаться, при этом его может раздражать даже маленькая деталь, или кто-то что-то говорит не так, или даже чавкает, или, возможно, кому-то не нравится, как кто-то одел какую-то не ту кофточку и так далее. А в другой день человек смотрит на это спокойно. Поэтому обратите внимание на те энергии, которые идут с космоса. Они достаточно сильные, и вам, конечно, вам нужно в обязательном порядке это все внедрять в свою жизнь. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег, в этот день, 22 ноября, обращаем ваше внимание, что сегодня один из самых удачных дней для бизнеса, для переговоров, для обсуждения каких-то новых интересных проектов. Люди сегодня достаточно легко идут и на контакт, на общение, на обсуждение. При этом люди, как правило, сегодня не конфликтные. То есть, если в другие дни вы бы обсуждали какие-то моменты даже с вашими коллегами, то это могло быть взрывоопасно, то есть мог быть скандал, ссора, непонимание, то сегодня люди лояльны, люди понимают многие моменты, и это, конечно же, по-другому проигрывается. Также, если вы заняты в торговле, занимаетесь покупкой, то, знаете, для вас этот день достаточно удачен и успешен. Также сегодня обращаем ваше внимание, хорошо решить любые
финансовые вопросы, а также можете ожидать и денежных поступлений. Также, если вы давно уже думали о том, чтобы сменить сферу деятельности, своего направления, то, вы знаете, сегодня вот тот день, который поможет вам понять и осознать, а что же вы хотите в своей жизни, к чему вы хотите прийти, что вы хотите изменить. Пробуйте, рискуйте, особенно в такие дни, когда энергетика идет достаточно сильная из космоса, значит, вы можете много чего сделать и много чего совершить. Также обращаем ваше внимание, что сегодня благоприятный день и для примирения, и для завершения домашних конфликтов, всевозможных размолвок, а также очень важно сегодня общаться с близкими родственниками, особенно с людьми по крови. Иногда это сложно ввиду того, что люди вас могут не понимать, но именно в такие дни, вот как сегодня, 22 ноября, постарайтесь найти те слова, которые затронут души ваших близких и любимых людей. Кроме того, сегодня общение с противоположным полом принесет радость и, знаете, и вдохновение. Поэтому, если сегодня вас приглашают на какое-то свидание, если у вас сегодня какая-то интересная встреча, идите, соглашайтесь на эту встречу. Конечно же, нужно быть осторожным, но все же этот день принесет вам только самые лучшие моменты. Также, если у вас есть бизнес-партнеры и у вас есть партнеры по жизни, то если они сегодня вас приглашают общаться, даже если это будет мессенджер, знаете, обязательно нужно стремиться укреплять и развивать. Приглашайте на чашку чая, приглашайте на общение. Почему? Когда вы больше общаетесь со своими партнерами, не в мессенджере, не через социальные сети, а именно вживую, вы должны понимать то, что вы друг друга начинаете чувствовать. Кроме того, когда вы общаетесь, вы находите для себя какие-то новые проекты. И не только это в бизнес-плане, это и касается и когда у вас дружба, когда у вас отношения, потому что люди вживую видят немножко по-другому, они видят ваши эмоции, они видят ваши глаза, вашу радость или удивление. И вы знаете, вот эти эмоции, они очень важны. Многие люди считают, что, ну, я перепишусь с кем-то, пообщаюсь, и на этом достаточно. Нет, если вы, например, рассчитываете на какую-то крупную сделку, например, или вы видите, что в вашей жизни достаточно интересный клиент, который в дальнейшем, возможно, принесет вам деньги, обязательно приглашайте, обязательно общайтесь, обязательно делитесь какими-то, возможно, идеями, мыслями и так далее. Что же касательно здоровья в этот день, то обращаем ваше внимание, что сегодня здоровье у людей, которые заболели, которые приболели, улучшается самочувствие, но в то же время сегодня противопоказаны и голодание, и любые строгие диеты. Старайтесь сегодня пить больше жидкости, это могут быть и отвары, это могут быть соки, и вот если вы будете принимать соки свежевыжатые, которые вы сделаете сами, то это окажет на вас достаточно такое вот целебное воздействие на ваш организм. Также сегодня, если любите бани, сауны, обязательно посетите, но опять же смотрите на ваше здоровье и смотрите, не противопоказано ли вам. Но обращаем в это внимание, что в этот день болят кости груди, подреберья. Это говорит о внутренних проблемах человека. Обратите, пожалуйста, на первые звоночки своего организма, свое тело. Очень часто наш организм нам дает какие-то определенные подсказки, но мы их игнорируем. Думаем, ну, поболела, ну, я выпила таблеточку, да, и вроде как все прошло. Но это, знаете, как первая волна, за ней приходит вторая, третья, и потом как накрывает, так накрывает. Поэтому, если вы в этот день чувствуете какие-то не очень интересные у вас симптомы, вы это чувствуете на интуитивном уровне, пойдите к врачу, пообщайтесь, узнайте. Возможно, просто нужно пробить какие-то витамины, возможно, нужно поменять какие-то продукты питания. Также будьте осторожны, сегодня у некоторых людей может проявляться аллергия. А вы знаете, сегодня очень многие люди болеют аллергией, многие продукты питания, многие вещи даже противопоказаны. Так что будьте внимательны, берегите себя, любите свое тело, это очень важно, особенно сейчас, вот в такое вот время. Далее, девочки и мальчики, я рекомендую вам в ближайшие полгода, это всех касается, обязательно посетить стоматолога, обязательно уделите внимание своим зубкам, не потому что, чтобы была красивая улыбка, а вы должны понимать
то, что ваши зубы – это ваш, знаете, такая вот инвестиция, да, она пассивная инвестиция, но когда у вас зубы не болеют, когда они у вас здоровы, то это тоже хорошо, потому что бывает так, что зуб болит, человек идет к стоматологу, или не ходит долгое время, а оказывается, вообще болел какой-то орган, да, а зуб это уже вот такой вот второй оказался вот эффект от того, что происходит у человека. Поэтому разбирайтесь, пожалуйста, в ближайшие полгода обязательно посетите своего стоматолога. Даже если у вас, вы знаете, что все в порядке с зубами, все равно посещайте. Это такая вот маленькая рекомендация, потому что мы столкнулись сейчас с тем, что многие люди не хотят по разным причинам. Кто-то связан с деньгами, кто-то считает, что он молодец, и он чистит зубы или принимает ту еду, которая не раздражает эмали и так далее. Но вы должны понимать, что мы с вами живем в таком мире, когда происходят совсем другие процессы, которые во многом уже не зависят от нас. Что же касательно стрижки волос, то мы рекомендуем вам посетить сегодня парикмахерскую. То есть, извините, мы сегодня не рекомендуем вам посещать парикмахерскую, потому что стрижка волос угрожает вашему здоровью и общему физическому состоянию. Обратите на это особое внимание. Также сегодня хороший день для семьи, для того, чтобы быть вместе с семьей, общаться, знаете, как радоваться жизни, это очень важно. Многие люди по разным причинам считают, это на потом не оставляйте, а лучше двигайтесь сейчас. Теперь, девочки и мальчики, давайте посмотрим, а что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 22 ноября. Вы знаете, карта выпала достаточно такая вот удачная карта, которая говорит о том, что вы на правильном пути. Вот так карта и звучит, вы на правильном пути. О чем эта карта? Эта карта говорит нам о том, и что ваши мысли, ваши действия направлены в нужное русло, в нужном направлении. У вас есть цель в жизни, у вас есть задачи, и которые вы действительно выполняете. И очень важно, чтобы вы слышали свое сердце, слушали подсказки, знаки от ангела-хранителя своего, от высших сил и шли дальше, не останавливались. Обращаем ваше внимание, что в вашем окружении сегодня могут быть люди, которые любыми способами будут вас останавливать, будут вас отговаривать от каких-то моментов вашей жизни. Не стоит, чувствуйте, слушайте свое сердце, оно вам очень много чего может подсказать. Также ангелы-хранители говорят о том, что вам очень важно на данном этапе беречь себя и защищать себя. Поэтому обязательно в этот день обращайтесь к ангелу-хранителю своему, обязательно обращайтесь к высшим силам о помощи, о поддержке, о том, чтобы вам открыли глаза и показали, возможно, тех людей, которые несут негатив в вашей жизни. И поверьте, это обязательно случится, и вы увидите вот тех настоящих людей, которые, к сожалению, могут нести негатив в вашу жизнь. Кроме того, эта карта говорит о том, что пришло время вам заняться финансами, деньгами. Подумайте о том, как вы хотите изменить жизнь и что вам для этого нужно. Помните о том, что каждый человек является архитектором и создателем своей жизни, и он может обязательно изменить. И молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, друзья, звучит следующим образом. Архангел Михаил, я взываю к тебе, спасибо, что дал мне четкую и ясную установку, чтобы я смогла легко ее понять. Спасибо, что наполняешь и мотивируешь меня мужеством и уверенностью для здоровых жизненных перемен. Обращаем ваше внимание, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Ну и как мы вам обещали, девочки и мальчики, сегодня важно говорить очень важные слова. Это святые слова, и эти слова очень важно произнести именно сегодня, 22 ноября. Почему именно в этот день? Потому что сегодня день Матроны Московской, и каждый из вас может обратиться к Матроне с просьбой, и обязательно вы сможете поменять, изменить свою жизнь, особенно если у вас есть какие-то вот проблемы, вне зависимости, с чем они связаны. И мы вам оставим вот эти святые слова в описании к этому видео, обязательно их сегодня прочитайте. Также большая просьба, что вы в комментарии к этому видео написали свое обращение к Матрёне Московской. Просто скажите: дорогая Матрёна, обращаюсь к тебе, и напишите, с чем вы обращаетесь, что вы хотите, чтобы она вам помогла. Просто распишите. Не надо писать целое сочинение свободных тем, буквально 2-3 предложения от чистого сердца. Когда вы это прописываете, это быстрее
может материализоваться в вашей жизни. И сегодня тот день, 22 ноября, День Матрёны Московской, когда ваши слова обязательно не просто будут услышаны, но и будут реализованы в самое ближайшее время. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 22 ноября. Мы всем желаем мыслимых и немыслимых благ. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.